От пациента мне нужно корректно интерпретировать результаты КТ-энтерографии тонкого кишечника. Из-за рецидива парапроктита на вторую ягодицу есть подозрение на воспалительные заболевания кишечника, болезнь Крона и так далее. Толстый кишечник, согласно колоноскопии, в норме. Другие явные симптомы в ЭСКАМ отсутствуют, кроме учащенного стула до 4 раз в день. Гастроэнтеролог попросила уточнить информацию. Интересуют следующие вопросы: какова протяженность воспалительного процесса в тонкой кишке, ориентировочно, в сантиметрах? Утолщена ли стенка в месте воспалительного процесса? Есть ли дефекты по типу уязвленных? Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 36 лет, дата исследования 27 мая 2025 года. Область исследования: энтерография тонкого кишечника, желудок правильно расположен, обычных размеров, стенки его тонкие, ровные. Данных за наличие локальных утолщений стенки желудка не получено. Прилежащая жировая клетчатка интактна, регионарные лимфоузлы не увеличены. 12-перстная кишка не компримирована, стенки ее интактны. Угол отхождения верхней брызжеечной артерии 28 градусов, просвет 12-перстной кишки она не компримирует. В начальных отделах тощей кишки, на протяжении 90 мм, стенка неравномерно утолщена до 7-8 мм, активно накапливает контраст. Кровенаполнение сосудов данного сегмента повышено, сформирован симптом расчески. В целом стенки тонкой кишки левой половины живота неравномерно утолщены до 4-5 мм, кровенаполнение сосудов кишки повышено. Стенки тонкой кишки в правой половине живота интактны, сосуды также без особенностей. Увеличенные лимфоузлы в зоне сканирования не визуализируются. Заключение: КТ-картина отека, утолщение стенок тонкой кишки, преимущественно в проксимальных отделах, болезнь Крона. Рекомендована консультация гастроэнтеролога. 5 июня 2025 года к М.Н. Доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Собственно, измерять протяженность зоны воспаления кишки не принято. При оценке состояния, врач-рентгенолог сравнивает два архива и пишет динамику изменений. В целом, можно сказать, что в процесс вовлечена вся левая половина тонкой кишки. Наиболее выражено воспаление на протяжении 90 мм, в начале тонкой кишки, по всей видимости, это болезнь Крона. Вам нужно к гастроэнтерологу.